Друзья мои, привет! Вы на канале Анны Галич, и сегодня будем делать не только вкусные, но и очень милые эскимошки. Спасибо за ваши репосты, комментарии и лайки, которые оставляете под моими видео. Это очень приятно. Если вы еще не подписаны, то обязательно это сделайте и нажмите на колокольчик. У меня каждый день выходят новые интересные мастер-классы и рецепты. Если у вас есть печенье, просто разомните его в мелкую крошку. То же самое можно сделать с любым бисквитом, какой у вас есть. Туда же добавьте сухофрукты. Я использовала клюкву сушеную, она мне очень нравится. К растопленному шоколаду добавляю сливочное масло комнатной температуры и перемешиваю, желательно до однородности, но не обязательно. Перемешать можно в чаше миксера насадкой венчик или просто вилкой. Можно даже перетереть руками. Все очень-очень просто. Если вы видите, что масса слишком сухая, то добавьте еще масло или смеси масла с шоколадом. Если хотите, чтобы эскимошки хорошо держались на палочке, то масса должна быть липкой, и вот этот комочек не должен с легкостью распадаться. Затем я беру форму для мини-эскимо и наполняю ее при помощи ложки. Плотно утрамбовываю ложкой, благодаря чему поверхность будет более красивой. Вставляю палочки, при этом придерживаю массу сверху и снова со всей силы придавливаю ложкой. Выравниваю поверхность и стряхиваю крошки и отправляю в морозилку на 5 часов. Для украшения эскимошек я использовала кокосовую стружку и растопленную до 40 градусов глазурь для эскимо и кейк-попсов. Ее рецепт смотрите в описании под этим видео. Окунаю эскимошку в глазурь, снимаю излишки, кладу на пакет или тефлоновый коврик, приставляю шаблон, который я заранее вырезала, можно из бумажки, из чего угодно, для того, чтобы серединка эскимошки у нас не была покрыта кокосом. И посыпаю кокосовой стружкой так, чтобы центр остался свободным, пустым. Можно это делать без шаблона, но будет сложнее. Когда глазурь схватилась, беру герметичный контейнер, отправляю эскимошки в него и убираю в холодильник на 1 час до разморозки, благодаря чему на эскимошках не будет конденсата. Пока эскимошки размораживаются, беру сахарную мастику. Мастер-классы по работе с ней вы можете найти в закрепленном комментарии под этим видео. А также там будут рецепты на другие эскимошки. Обязательно после видео зайдите, посмотрите. Это очень интересно и увлекательно. Мастика мне потребуется коричневого, нежно-коричневого цвета, бежевая, также розовая, зеленая и белая. Из коричневой мастики я раскатала 2 ушек и при помощи дрезденского стека сделала углубление, а затем заполнила их бежевой мастикой. Из хорошо вымешанной мастики раскатываю шарик, приминаю его и приклеиваю к ушкам. Если мастика сильно сухая, то клейте на воду, иначе мишка развалится, пока вы будете его переносить на эскимо. Померила по шаблону, все подходит. Мишка войдет на эскимошку. Из бежевой мастики делаю мордочку. Очень важно, чтобы она не была слишком большая, иначе получится бегемотик, а если маленькая, то получится кошечка. У нас же должен быть медведь, поэтому какого-то среднего размера мордочку делайте. И полукруглым инструментом делаем улыбочку. Из розовой мастики сделаю ему носик, клею все на воду. То есть намазала сначала водой, а затем все приклеиваю. Хорошенечко примну со всех сторон, чтобы был такой широкий красивый треугольничек и глазки. Из розовой мастики сделаю сердечко. Скатаю сначала капельку, затем примну ее у основания, у острой части. При помощи дрезденского стека сделаю ложбинку и долепливаю сердце руками, при этом разглаживая складки и отпечатки от перчаток. Сердечко готово. Теперь слепим леденечек. Для этого раскатаем 2 жгутика белого и розового цветов. Делаем это быстро, чтобы они не подсохли, после чего скручиваем и хорошенько прокатываем, для того, чтобы жгутики склеились между собой. Обрезаем края и примеряем по шаблону, поместится ли леденечек на нашу эскимошку. Все отлично. И переходим к елочке. Сначала нужно слепить заготовки большого, среднего и маленького размера и поместить их на шаблон, чтобы понимать, что елочка поместится в наши границы. Затем я раскатываю капельку и формирую нижний ярус елки. Разглаживаю все неровности и быстро, пока нижний ярус не засох,
приклеиваю к нему средний ярус елки. И также поступаю с верхним. Все очень грубыми, большими движениями, потому что елка символичная, не надо делать мелкие детали при таком дизайне. Затем намазываю водичкой те места, куда буду приклеивать снежки. Затем катаю маленькие такие микрошарики и приклеиваю их на точки водяные. Елка готова. Теперь смазываю эскимошки водой и приклеиваю мастичный декор. Все, эскимошки готовы, можно их есть. Приятного аппетита, с наступающим вас Новым годом, здоровья, благополучия и счастья в Новом году. Спасибо вам, мои дорогие, за репосты, комментарии, лайки, которые оставляете под моими видео. Это очень вдохновляет, и в Новом году постараюсь вас радовать вкусными и красивыми рецептами. Друзья, не драться за эскимошки, подождите, пробуем. Так, я елочку, да, елочку никто не хочет. Угу. Как он хочет? Вот это. Елочку? Да. Блин, а я уже ее съела. Я хочу вас помочь. Вкусно. Разбираем, нарезаем. Ты какую будешь? Вот это. Мишкой? Бери. Я тут это хочу. Ну, быстрее бери, я тогда вас расскажу. Всем приятного аппетита. Мишка, мили. Даже ей жалко, правда? Ау, мяу, мяу, мяу. Вкусно сделано.